Приветствую зрителей нашего канала со всего мира. И сегодня у нас новое видео. Друзья, на сегодняшний день я уже снял материала на целых 3 интересных, классных видео. Однако я не успеваю с монтажом. Всю работу я делаю сам снимаю, сам монтирую. Поэтому сегодняшнее видео снял непосредственно для нас сам Сергей Моторстрак и любезно предоставил его нам. А я же непосредственно продолжу монтировать уже снятый материал, и совсем скоро все видео выйдут у нас на канале. Также, друзья, напоминаю, что занимаемся мы выкупом грузовых автомобилей в любом состоянии, забираем по всей России своими силами. Если что, обращайтесь, номера указаны под этим видео. Ну а мы приступаем к просмотру. Приятного просмотра, поехали! Так, друзья, привет! Сегодня нам привезли вот такой вот двигатель ОМ460, ОМ457, кому как удобнее его называть. Двигатель этот снят с комбайна. Звуки посторонние, стуки и так далее. Сами производили ремонт, со слов человека, который привез. Поставили не те прокладки, ушел антифриз в поддон. После этого начались какие-то посторонние звуки. Сняли они двигатель, привезли к нам. Будем снимать поддон, смотреть состояние вкладышей и смотреть гильзопоршневую группу. Итак, сняли мы поддон, посмотрели и обнаружили, что вот этот вот вкладыш, вот он замок провернутый. То есть замок находится не на своем месте. Соответственно, скрываем этот шатун и смотрим на него. Снял я его вот таким вот образом. А он должен стоять вот так вот. То есть номер вот так вот он должен стоять. Вот так номер на бугеле и номер на шатуну должен соответствовать. А он у нас стоял вот таким образом. В этом есть косяк моториста, который сюда лазил. Или специалиста. Замка нету. И второй вкладыш. Ну, колено тоже повреждено. Надо его замерять. Смотрите, еще шестой вкладыш, шестой бугель. Аналогично стоит не той стороной. То есть, если он стоит правильно, вот этот, сейчас сфокусируется. Вот номер на бугеле и номер на шатуне. С этой стороны номер на бугеле и на шатуне с этой стороны, а здесь стоит наоборот. Сейчас снимем, посмотрим, что здесь случилось. Прокрутить не прокрутила, но погрызла. Вон он только начал ломаться, замок только сломался, и прокрутить еще не успела. Так, мы приступаем к разборке данного двигателя. У нас выявили мы, что замена коленвала требуется и 2 шатунов, первый и шестой. Это как минимум. Дальше после разборки еще дефектуем. Разбирать будем полностью и дефектовать каждую запчасть. первом и шестом цилиндре у нас масло.
У остальных просто сажа, нагар. Масло. И прокладки пробивали. Все коромысла заржавели. Морковки вдавленные, надо менять. Болты уже потянуты. Одна интересная отличительная особенность, о которой мне тоже поведал хозяин автомобиля, что головки 3 тут уже менялись. 3 стоят ровные и 3 с выступом. Соответственно, из-за этого они прокладки поставили ровные на эти 3 головки, и с них текло. То есть 3 головки, прокладки с выступом. Вот. Эти прокладки ровные, а эти с выступом, то есть разного номера. И поэтому у них тогда и потекло. По поршням видно, что уже доставало до головы. 1 и 6. 6. И 1. И задир. А я на них не смотрю. Вот так новость. Компрессор тут стоит как заглушка. Просто без шестерни. И он, соответственно, не работает.
Что интересно еще? Вот эта гильза. Вот эта гильза установлена без этого кольца. То есть эти все с кольцом. Это без кольца. Евро 3. Менялось. И поршня у них вот такие. То есть не как у тягача. Камера сгорания отличается. Вкладыши на грани умирания. Ух ты. Вкладыш, конечно, в очень печальном состоянии. Промывали. Антифриз то, что попал. Сейчас мы подостаем толкатели. Снимем вкладыши, установим на место бугеля, промерим блок, промерим коленвал. Коленвал, скорее всего, будет не в размере. Блок, будем надеяться, что все с ним хорошо.
Как ни странно, но коленвал остался в размере. То есть это еще в размере. Но он требует полировки. То есть он сильно царапанный весь. Либо полировать, либо ремонтировать уже под первый ремонт. И раковина. Раковина от ржавчины, когда стоял. Небольшие имеются. Также и по коренным видно вот такие вот задиры, полоски. И вот ржавчина. Коррозия. И здесь, и здесь. Хоть вкладыш был и провернутый, но колено, так сказать, уцелело. Можно попробовать и полирнуть. Блок также замерил. Все в стандарте. Вот, 0. 0. Разбежка максимум 1/100. Поэтому блок хороший, коленвал либо полирнуть, либо заменить. 2 шатуна. Сейчас еще промерим. Коленвал в хорошем состоянии, толкатель надо менять. Гильзы мы достали. Вот в таком состоянии он сейчас у нас выглядит этот блок. Полностью весь разобранный. Друзья, если мне необходимо найти грузовой или легковой автомобиль, я использую для этого Дром. На мой взгляд, Дром – это самый удобный сервис по поиску автомобилей. Так, открываем приложение. Здесь очень много удобных функций для поиска автомобилей по вашему запросу. Также есть функция подписки. Можно следить за новыми объявлениями по конкретной марке автомобиля. Можно объявление добавить в избранное, вот как у меня сейчас, и следить за его, например, изменением цены. Поэтому, если вы ищете автомобиль, легковой или грузовой, советую вам воспользоваться Дромом. Очень удобный сервис. Ссылку оставлю под этим видео. Ну а мы продолжаем. Итак, друзья, все детали мы подготовили. Все помыли. Пришли новые запчасти. Подготовили гильзы. Приготовили мы блок. Помыли, почистили. Промерили все выступ гильзы. Специально сейчас показываю для тех, которые говорят, что там не промеряли, то все там. Мы все промеряем. И колено, и выступ гильзы, и кольца в гильзах, соответственно. И в поршнях. Везде все зазоры, во втулках шатунов. Везде все проверяется. Просто это делается за кадром, чтобы не тратить ваше время на просмотр бесполезной ерунды. Где-то в предыдущих видео я показывал, где это все как делается. В данном видео тоже покажу. Вот выступ гильзы у нас. Дали ему преднатяг, 50 ньютонометров, натянули гильзу. Ставим 0, получается 30. Смотрим. Вот. Величина выступания флянца относительно плоскости разъема. Предварительное натяжение 50 ньютонов. 245, 315. У нас 315. Меньше, чем 315. То есть выставим 0. Вот, у нас чуть меньше 300. Там 295. В другой плоскости. То же самое. То есть все мы их прошли, все просмотрели, проверили. Готовим к установке гильзы. Установили мы резиночки, смазали их. Специальная смазка, которая шла в комплекте с гильзами. Важно, друзья, если у нас имеются резиночки на гильзах верхние, то мы шайбы одеваем именно на гильзы. Затем одеваем резинки, а не наоборот. То есть на... Для того, чтобы у нас так хорошо входило, нам необходима хорошая смазка. В данном случае смазка у нас это шла в
комплекте с гильзами. Поэтому с помощью нее, без всяких усилий, мы вставляем сюда гильзы. Перед тем, как засовывать, полностью проверяем шайбу. Все, у нас гильзы спокойно все сели. Итак, друзья, подготовили мы блок. То есть его перевернули. Установил вкладыши. Втулки распредвала у нас в хорошем состоянии. Мы их менять не будем. Меняем только толкатели. Толкатели подготовлены. Толкатели у нас оригинальные. Вот с таким вот номером. Устанавливаем толкатели в посадочные места. Затянули мы коренные вкладыши 300 ньютонометров. Сделали черточки, сделаем еще 90 после того, как поставим кожух. Установили мы шестерни по меточкам. Поставим прокладочку. Прокладка у нас оригинал. Готовили кожух. Установили. Ставим кожух на свое место. Болты кожуха маховика затягиваются 70 ньютонометров. В маховик установили новое беговое кольцо. Устанавливаем маховик на своем месте. А маховик у нас затягивается 210 на 90. Маховик мы установили. Ставим двигатель в вертикальное положение. Подсоберем перед и будем устанавливать поршневую группу. Так, установили мы двигатель вот в таком положении. Завернули коренные болты. Установили новое беговое кольцо. Установили, затянули шестерню. Теперь мы ставим эти крышечки. Передние обе. Итак, мы закрутили крышечки передние, то есть переднюю крышку коленвала и переднюю крышечку распредвала. Будем ставить помпу, и тут одна есть интересная деталька, которую надо всегда проверять. У нас помпа, прокладочка помпы, вот такая не подойдет. То есть, видите, вот этот канал, эта прокладочка не закрывает. То есть у вас будет антифриз выходить наружу при установке помпы. Прокладка должна быть вот такая. Вот так вот она закрывает полностью этот канал.
Это у нас производство Лема. Это производство Эллинг. Но это зависит не от прокладки именно, а от блока. Просто не везде есть вот это вот отверстие. То есть это евро 5, евро 3, и там подойдет именно вот такая. Не ошибайтесь. Так, до такого состояния мы собрали двигатель. Установили на помпу. Корпус термостата. Устанавливаем поршня. Поршня у нас подготовлены. Начинаем установку. У нас длинная сторона топливная. Топливная система. Так, шатуны мы затянули. Все поршня у нас установлены. Теперь мы будем устанавливать масляные форсуночки на места, ставить масляный насос, устанавливать поддон. Итак, друзья, установили мы масляные форсуночки. Установили мы масляный насос. Ставим прокладочку. Стыки смазываем герметиком. Ставим прокладочку, устанавливаем поддон. Так, установили, затянули мы поддон. Установили демпфер, затянули. И кронштейн кондиционера. Переворачиваем, ставим его на ноги. Устанавливаем головки блока цилиндров. Так, установили мы колечки на места. Установили прокладки. Напомню, у нас прокладки, то есть у нас головки готовые. Напомню, у нас 3 головки плоские, 3 головки с выступом. Кто не видел разборку данного двигателя, напоминаю.
Вот, поэтому прокладочки у нас тоже разные. Два разных номера. Прокладочки с выступом и без. То есть первый, второй, третий будет у нас плоские. Четвертый, пятый, шестой с выпуском. Также мы подготовили новые болты. Смазали, устанавливаем головки болтоцилиндров на свои места. Затягиваем согласно этой схеме. 10 предварительные, 50, 100, 200, 2 раза 90. Все мы довернули. 2 раза 90. Устанавливаем штанги и коронусы. Так, друзья, у нас клапана отрегулированы. Подготовили мы форсуночки. Форсунки после проверки, они в хорошем состоянии. Недавно делался ремонт. Установили новые шайбочки, новые резиночки. Также устанавливать будем новые морковки. Номер морковок топливных форсунок. Вот такой вот. Будем ставить. С помощью прижима выровняли форсунку, устанавливаем топливные морковочки. Теперь постепенно затягиваем сначала форсунку, потом морковку. Установили мы на ПЛД-секцию новые резиновые уплотнения. Устанавливаем их на свои места. Далее, прежде чем ставить трубки топливные от ПЛД-секции до форсунок, нам необходимо установить трубку системы охлаждения и трубку обратки. Топливные трубки все мы установили. Установили трубки системы охлаждения, обратки. Установили также проводку и блок управления двигателем. Установили корпус топливного фильтра. Устанавливаем впускной коллектор. Впускной коллектор у нас прокладочки необычные резиновые, то есть алюминиевые. Все, мы двигатель закончили. Полностью собрали.
Прикрутили и впускной коллектор, и выпускной коллектор вместе с турбиной. Двигатель готов. Будем отдавать его владельцам. А сейчас приступим к разборке двигателя ОМ-501. Будем его разбирать, дефектовать. Здесь у нас ушел антифриз в поддон и застучал. Предположительно, треснула гильза. Будем разбирать, смотреть. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, то, что мы показываем вам, огромная просьба. Ставьте лайки под нашими видео, ставьте комментарии, а также подписывайтесь на канал. Это огромная поддержка для нас с вашей стороны, которая, в принципе-то, и мотивирует нас снимать еще больше интересного контента.